Всем привет, я Химит Пич, и вы снова на моем канале. Сегодня буду рисовать портрет мужчины, на удивление, да, это очень странно для меня. В целом он займет около 20 минут, может быть чуть поменьше. Видео я укоротила до 10 минут, потому что я подумала, что так будет проще вам, наверное, смотреть. Работать я буду в скетчбуке от компании Sakura Royal Talents. Вы можете поискать его, но он появится в продажах, как я знаю, где-то в конце ноября. До того, как я начну, я хотела бы сказать, что вы можете всегда подписываться на мой инстаграм-канал. Имя указано здесь и, конечно же, в описании. А также, если вы хотите поддержать мой канал, мое творчество, то есть ссылка для поддержки тоже под видео. А теперь поехали. Многие из вас, кто подписан на меня достаточно давно, знают, что я рисую нередко, я рисую часто, и рисование является частью моей жизни уже, наверное, как минимум 2 года или год, не знаю. Ну и в целом, когда у меня спрашивают про арт-блог, мне нечего сказать, потому что у меня обычно случается не арт-блог, а блог от социальных сетей в этом плане. И наверное, сейчас просто расскажу о том, как я с этим справляюсь, или просто расскажу то, как происходит это у меня. И, наверное, лучше стоит сказать о том, какой человек, потому что это, наверное, поможет вам понять, почему я делаю именно так. Если честно, я никогда не строила каких-либо планов, я стараюсь не разочаровываться ни в жизни, ни в людях, потому что я никогда не ставлю высоких ожиданий, и что касаемо рисования, я всегда просто рисовала. Например, в школьные годы у меня единственная цель была это просто взять карандаш, ручку, краски и сесть и рисовать. У меня не было каких-то посторонних мыслей о том, что я сделаю плохо, хорошо, то есть меня не преследовали мысли моих неудач. Но в то же время это совсем не говорит о том, что я там не анализирую свои работы, не делаю работу над ошибками и так далее. Это просто говорит о том, что это просто мой настрой в жизни. А рисование является, по сути, частью моей жизни, и оно занимает просто огромную долю в ней. Что касаемо арт-блока или творческого кризиса, наверное, для меня творческий кризис, в моем понимании, это что очень долго, когда там месяц не можешь взяться за карандаш или берешься, у тебя не получается ничего. И вообще мне реально было бы очень интересно узнать от вас именно, что такое для вас арт-блок, какие вы испытываете ощущения, когда это происходит, и причины, почему вы не можете рисовать, или что происходит в этот момент, когда вы понимаете конкретно, что у вас арт-блок. И, конечно, не хотелось бы никого обидеть, да, но чаще всего я слышу о арт-блоках от людей, которые, например, и не пытаются выйти из него, например, или они просто не пытаются рисовать, потому что когда я не знаю, что рисовать, когда я не знаю, что делать, когда я начинаю терять эту ниточку, по которой я ползу в этой жизни, свой путь, так сказать, я просто стараюсь рисовать то, что я до этого рисовала. Я стараюсь не ожидать от себя многого и не требую многое, потому что когда ты пытаешься это сделать, и у тебя просто нету возможностей выполнить твои, грубо говоря, собственные условия, типа, хочу рисовать как Леонардо да Винчи, блин. Это не происходит за день, за ночь. На это вообще нужно очень-очень много времени. И многие художники, многие люди тратят на это полжизни, чтобы достичь какого-то результата. Такого результата, которого они ждали от себя, или они просто стремились к этому. Но в эпоху социальных сетей, интернета, доступности, конечно, молодые художники даже на начальных этапах уже могут получить просто леща и перестать рисовать только потому, что кто-то сказал, что ты недостаточно хорош, у тебя ничего не получится, у тебя нет таланта и все подобное. Вообще, талант — это отдельная часть, потому что, может быть, я успею затронуть в этом видео. Но в целом все вот эти арт-блоки, ожидания от самого себя какого-то определенного результата и невозможность его выполнить, конечно же, приводит художника, возможно, именно к творческому кризису. Потому что когда ты не пытаешься рисовать или даже пытаешься рисовать, но ты каждое свое действие гнобишь и говоришь, какой ты плохой сам себе, и даже не слушая других людей, ты все равно уже настраиваешь себя на какой-то негативный лад, и, конечно же, у тебя никакого вдохновения и воодушевления не появится в такие моменты. По этой причине я стараюсь к жизни
и к рисованию в том числе относиться проще. Потому что, во-первых, я девочка, а во-вторых, я эмоциональная девочка. И, конечно, если я не буду контролировать свои какие-то определенные мысли, угнетения, то, возможно, сейчас бы я не была тем человеком, которым являюсь. И сейчас бы вы не видели те рисунки, которые видите. Потому что если бы я под напором аудитории, которая говорит, что я вообще никто, возможно, я бы не стала рисовать, но я стараюсь как раз-таки себя огородить от этого. И, наверное, могу посоветовать вам делать то же самое, просто идти по своему течению, не обращать ни на кого внимания. Я не говорю сейчас прям забейте на всех хер и рисуйте и не обучайтесь. Нет, я имею в виду, что типа вы просто должны понимать себя, вы должны стремиться именно к своей цели и не слушать других, чтобы они не были и не являлись препятствием. Они должны являться максимум пинком или вообще ничем. И я понимаю, конечно, что мои мысли могут вызвать у кого-то негатив, или кому-то это не понравится, или кто-то опять поймет не так, но мне 21 год. Я на данный момент считаю именно так, поэтому извините, можете писать свои негативные комментарии, я почитаю с удовольствием. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, говорила ли я со своими знакомыми художниками о творческом кризисе или о чем-то подобном, и мне реально не приходит в голову ни один человек, с которым бы я обсуждала эту тему. Мы обсуждаем все, кроме этого. И если говорить о себе, то когда у меня происходят какие-то упадки в настроении или есть такой момент, что я не хочу рисовать, но обычно он очень быстро проходит, я не знаю, возможно, я просто такой человек, и, возможно, просто у меня есть какая-то определенная энергия, которая всегда толкает меня вперед, но еще у меня есть точно, как минимум, мысли, которые всегда как бы сподвигают меня не останавливаться. Типа, знаете, мотивационная мысль самой себе, что я могу просто не успеть выполнить свою цель, ну и в целом я могу не успеть пожить и найти себя, потому что о цели-то как раз-таки я не буду вам говорить, потому что это цель моя, и о ней не нужно знать. Вот, но в целом такие мысли просто мне помогают вспоминать, что истина находится в процессе, и когда ты рисуешь, хотя бы пытаешься, неважно, какой у тебя будет результат, ты все равно занимаешься поиском себя, и рано или поздно ты придешь к результату. А еще, конечно, у меня есть такая способность предсказывать будущее, но в целом это шутка, но когда приходит момент выбора, я всегда представляю два момента выбора. Что будет, если я буду делать определенную вещь, и что будет, если я не буду делать определенную вещь. И таким образом часто я прихожу к тому, что лучше делать что-либо, чем делать ничего. Так что, возможно, вам поможет такая мысль, и вы станете в своей жизни просто задумываться о том, что будет, если не делать или делать определенные вещи. Понятное дело, что мои мысли в этом видео не на «вы», но раз я не говорила о них до этого, то почему бы и нет, ведь с помощью них вы можете понимать и узнавать меня. Ну и, конечно, давайте я затрону вдохновение и мотивацию, потому что это тоже касается того же арт-блока и вообще творческого процесса. Почему я рисую часто? Правда могу сказать, я просто хочу. То есть у меня есть желание внутреннее рисовать, и, наверное, оно иногда даже из вредности к себе, потому что, например, если у меня чего-то не получается, то я такая думаю, нетушки, у меня должно это получиться, и я просто пытаюсь себя выдавить. Ну, все, что я могу на данный момент, я пытаюсь это выдавить. Я бы это назвала, знаете, не только вдохновением, но и определенной мотивацией. И это, наверное, все одновременно, потому что, когда делала выбор идти по пути художника, как-то я автоматически, видимо, себя поставила на ту мысль, что я должна просто рисовать, несмотря ни на что, и достичь того, что я хочу. Вот. А чего хочу, не скажу, как всегда. И вообще в целом, если говорить о том, как ты должен развиваться и с помощью чего ты должен развиваться, потому что сейчас время социальных сетей, время высказывания своего мнения и критики, которая может являться профессиональной, которая может являться непрофессиональной. Чаще всего второй вариант, конечно же. Многие же, наверное, из вас слышали о том, что не обязательно быть поваром, чтобы понимать, вкусное блюдо или нет. Ну, я бы, наверное, сказала, что когда критики в интернете говорят подобную фразу, я бы не согласилась с этим. Или тот же схожий пример. Вы пришли в спортзал к тренеру, чтобы накачать или сделать свое тело суперкрасивым, эстетичным и
с большими мышцами. Но вы приходите, и вам дают тренера, который худой, либо наоборот очень толстый, и вы такой думаете, если он не смог сделать это себе, сможет ли он сделать это мне? И то же самое в рисовании. Было бы странно, если в художественных школах или академиях преподаватели бы не умели рисовать, они видели бы ошибки, но не могли бы вам дать понимание того, как исправлять их. И поэтому, если вы видите людей, которые дают вам критику, но при этом у них нет бэкграунда, они не имеют такие же навыки, о которых они так кричат, то я думаю, это называется пустослов. Понятно вам? Всем пока! Лайк, коммент, подписка, нажимайте на колокольчик.